Когда приходит лето, многие люди с раздражением замечают появление комаров. Их назойливый писк, укусы и постоянное желание спрятаться от них делают этих насекомых одними из самых нелюбимых на планете. Но мало кто задумывается о том, что комары – это не просто надоедливые существа, мешающие нам отдыхать. На самом деле они играют важную роль в природе и являются частью огромной экосистемы. Сегодня мы узнаем, зачем нужны комары, какую пользу они приносят, какой вред могут причинять и что произошло бы с природой, если бы эти насекомые исчезли. Комары появились на Земле очень давно. Ученые считают, что они существовали еще во времена динозавров более 100 миллионов лет назад. За это время они смогли приспособиться практически к любым условиям и сегодня встречаются почти во всех уголках нашей планеты. В мире существует несколько тысяч видов комаров, и далеко не все они опасны для человека. Более того, большинство комаров вообще никогда не кусают людей. Интересный факт: кровью питаются только самки некоторых видов комаров. И даже им кровь нужна не как пища, а для того, чтобы получить необходимые вещества для развития яиц. Обычная пища взрослых комаров – это нектар цветов и соки растений. Самцы комаров никогда не кусают человека. Ни им, они питаются исключительно растительными соками и выполняют свою роль в природе. Но зачем вообще нужны комары? Почему природа миллионы лет сохраняет этих маленьких насекомых? Главная причина: комары являются важной частью пищевой цепочки. Их личинки, которые развиваются в воде, служат пищей для рыб, лягушек, тритонов и многих других водных животных. Взрослые комары становятся добычей птиц, летучих мышей, стрекоз, пауков и других хищников. Для многих животных комары являются доступным и важным источником питания. Если бы комары внезапно исчезли, это повлияло бы на множество видов животных. Например, некоторым птицам и рыбам стало бы сложнее находить пищу, а изменения в природе могли бы затронуть целые экосистемы. Кроме того, комары помогают растениям. Многие люди удивятся, но эти насекомые участвуют в опылении цветов. Когда комары питаются нектаром, они могут переносить пыльцу от одного растения к другому. Конечно, они не являются главными опылителями, как пчелы или бабочки, но в некоторых регионах, особенно там, где мало других насекомых, их роль становится достаточно важной. Еще одна важная задача комаров – участие в круговороте веществ в природе. Их жизнь начинается в воде. Самки откладывают яйца в лужах, болотах, прудах и других влажных местах. Из яиц появляются личинки, которые питаются мелкими организмами и органическими остатками. Таким образом, комары помогают перерабатывать природные вещества и возвращать их обратно в окружающую среду. Но, несмотря на пользу, у комаров есть и отрицательные стороны. Самая большая проблема заключается в том, что некоторые виды комаров могут переносить опасные заболевания. Через укусы могут передаваться такие болезни, как малярия, лихорадка Денге, вирус западного Нила и другие инфекции. Именно поэтому комары считаются одними из самых опасных насекомых для человека. Однако важно помнить, далеко не каждый комар является переносчиком болезней. Опасность зависит от вида насекомого и места его обитания. Кроме возможных заболеваний, обычные укусы комаров
тоже доставляют много неприятностей. После укуса кожа начинает чесаться, появляется покраснение и раздражение. Это происходит потому, что во время укуса комар вводит специальное вещество, которое помогает ему получать кровь. Организм человека воспринимает это вещество как чужеродное и вызывает зуд. Комары могут беспокоить не только людей, но и животных. Домашние питомцы также страдают от укусов, а некоторые виды насекомых способны переносить заболевания среди животных. Почему же летом комаров становится особенно много? Главная причина – благоприятные условия для размножения. Теплая погода и высокая влажность создают идеальную среду для развития комаров. Развитие комара происходит очень быстро, поэтому иногда кажется, что после нескольких теплых дней комары появляются буквально из ниоткуда. Комары способны находить человека благодаря своему хорошо развитому обонянию. Они чувствуют углекислый газ, который мы выделяем при дыхании, а также реагируют на тепло тела и запах кожи. Именно поэтому спрятаться от комаров бывает так сложно, они буквально находят нас по следам, которые мы оставляем в окружающей среде. Интересно и то, что комары являются очень древними существами. Они пережили множество изменений на планете и смогли адаптироваться к самым разным условиям. Но что было бы, если бы комары полностью исчезли? С одной стороны, люди избавились бы от укусов, раздражающего писка и риска некоторых заболеваний. Это могло бы показаться хорошим событием. Однако исчезновение всех комаров могло бы нарушить природное равновесие. Многие животные потеряли бы один из источников питания, а некоторые процессы в экосистемах изменились бы. Комар – это пример того, что в природе нет абсолютно бесполезных существ.